Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала и ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июнь 2025 года для восходящих львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог. И все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И обратите внимание, что если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы можете построить свой гороскоп на то время, которое вам известно, и посмотреть, в каких знаках зодиака находилась Луна и Солнце в день вашего рождения по ведической астрологии. И для знака зодиака Луны в первую очередь, во вторую очередь для знака зодиака Солнца вы тоже можете смотреть прогнозы, и они у вас, ну, хотя бы не полностью, но хотя бы в большей части тоже должны работать. И ссылка на инструкцию по построению гороскопа будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте говорить и обсуждать тенденции июня 2025 года для восходящих львов. Июнь у нас просто бомбический. Июнь у нас такой прям улучшающий после этой длительной каши с большим скоплением планет в знаке зодиака Рыбы, с этими ретроградностями, падениями. Первое событие, которое у нас состоится в июне, 6 числа, в ваш первый дом гороскопа заходит Марс, и Марс будет находиться в вашем первом доме гороскопа до 28 июля. Для вас на самом деле это круто, потому что Марс у вас вообще планета очень, одна из главных для вас, одна из самых сильных для вас. Но еще Марс у вас управляет девятым домом удачи. И Марс очень долго шел по 12 дому гороскопа в знаке своего падения. То есть он ослаблял удачу в каких-то делах. Он ослаблял какую-то, может быть, даже милость со стороны кого-то. И сейчас Марс заходит в очень сильное для себя положение. Это в целом автоматически повышает вашу удачу вообще в принципе. Помимо этого, это повышает удачу в делах, связанных с недвижимостью, с транспортом. И даже скорее можно сказать, что с недвижимостью. То есть если кто-то планировал купить, если кто-то планировал продать, поменять, а может быть решить какой-то вопрос, то этот транзит для вас очень благоприятный. Конечно же, это транзит, повышающий вашу активность, вашу резкость даже где-то, вашу инициативу. Ну, естественно, когда Марс идет по первому дому гороскопа, помимо плюсов могут быть и минусы с точки зрения, что мы где-то можем больше рисковать, желание может быть, да, больше лезть на рожон, чего, естественно, не рекомендуется. Может быть более активная такая позиция в отношениях, желание разобраться, желание как-то, может быть, поменять что-то. То есть может быть тенденция конфликтности именно в личной жизни, в партнерстве, с партнерами по браку, с партнерами по команде, с коллегами по работе. Но в общем и целом все равно для вас этот транзит очень-очень крутой. 6 июня ваш 11 дом гороскопа до 22 числа заходит Меркурий. И это просто мед. Просто мед, потому что Меркурий будет формировать комбинацию на, ну, денежную комбинацию. Помимо того, что денежная комбинация, вы еще будете очень активно общаться в социальных сетях, активно общаться с друзьями, может быть, с какими-то коллективами людей. И помимо этого можете там, допустим, узнавать что-то про счета, переоформлять, про предпринимательство, про вхождение в какие-то коллективы, про исполнение желаний. Это все понятно. Но фишка в том, что в мае в ваш 11 дом гороскопа зашел Юпитер, и Юпитер будет трижды в июне создавать такую какую-то сверхкомбинацию, какую-то улучшающую комбинацию. Вот Меркурий в районе 7-9 июня будет встречаться с Юпитером, соединяться с Юпитером. И эта тенденция, во-первых, две планеты гуру, во-вторых, это дом денег, дом покровителей. Тенденция на то, что может быть какой-то покровитель найдется, может быть какая-то удача
в попадании в какой-то коллектив, встреча с кумиром, грубо говоря, встреча с человеком, который составит вам протекцию, может быть какая-то выплата большая, может быть какое-то финансовое достижение, может быть выигрыш какой-то, что-то вот такое вот может быть по соединению Меркурия и Юпитера 7-9 июня. И это также на то, что, допустим, в этот период, если вы запустите какой-то проект, это будет какой-то хороший старт проекта, это могут быть успехи ваших детей, это может быть успехи в каких-то инвестициях. То есть здесь какая-то тенденция на то, что в районе 7-9 июня может быть какая-то улучшающая история и с точки зрения удачи какой-то, что вы просто что-то получаете, на что не рассчитывали, какое-то покровительство, входите в какой-то коллектив, где-то денег больше получаете и так далее. Ну и вообще в целом это финансовая комбинация, в общем и целом соединение Меркурия и Юпитера, даже просто так Меркурий и Юпитер, соединяясь, дают хороший бонус какой-то, то есть хорошо заработать, получить какую-то премию, получить какую-то, я не знаю, там выплату дополнительную, улучшение, повышение заработной платы и так далее. 11 июня состоится полнолуние в вашем 4-м доме гороскопа. Ну, полнолуние в 4-м доме гороскопа может давать какую-то поездку, переезд, у кого-то, допустим, и продажу квартиры, недвижимости, транспорта, земли, самолетов, самокатов, велосипедов и так далее. И полнолуние в 4-м доме гороскопа может давать завершение какого-то жизненного этапа у мамы, может быть какие-то дела, которые там долго не решались, но и поездка может быть. Также полнолуние у нас может влиять и на работу, на статус, то есть это может быть изменение статуса в работе, либо просто какие-то перемены в работе, но не повышение, скорее всего, не какое-то там увольнение, а просто что-то поменяется. Следующий мега транзит 15 июня в ваш 11 дом гороскопа, опять же в дом наград достижений, заходит Солнце и будет там до 16 июля. И Солнце само по себе в 11 доме формирует тенденцию на то, чтобы где-то засветиться тоже, проявить свою там экспертизу в социальных сетях, в каких-то коллективах. Но в целом это наша направленность, это управитель всего нашего гороскопа. Мы направлены в будущее, что-то запланировать, может быть, даже распланировать. Мы направлены на то, чтобы что-то сделать для будущего, на то, чтобы даже, наверное, исполнить какие-то свои желания, на то, чтобы пообщаться с друзьями, попасть в какие-то коллективы. И мы помним, да, что там Солнце встретится у нас с Юпитером. Солнце встретится с Юпитером в районе 24, 23, 24, 25 июня, особенно 23, 24 самые такие сильные даты. И опять это может быть какой-то статус, это опять может быть какое-то получение протекции, получение возможности куда-то войти, с кем-то познакомиться, может быть какие-то влиятельные люди, статусные и так далее. Но это уже история соединения Солнца и Юпитера может давать улучшение и в работе, в вашем статусе в работе, либо в общественной деятельности. 22 июня до 30 августа Меркурий заходит в ваш 12 дом гороскопа. И Меркурий в 12 доме гороскопа будет долго, потому что в июле у него будет период ретроградности. Меркурий в 12 доме гороскопа говорит о том, что мы, конечно, очень много будем денег тратить за границу, либо выводить деньги, прятать, может быть, кто-то будет деньги. Где-то заработал, начинаешь там выводить со счетов, переводить в другой город, переводить в другую страну, переводить со счета на счет и так далее. Но помимо этого есть тенденция на какую-то разлуку с друзьями, но есть тенденции на то, что львы могут налаживать какие-то доходы из-за границы или из другого города, но и в общем много выяснять информации про дальние страны, про дальние города, может быть организовывать какие-то поездки, может быть какие-то творческие тоже могут быть инициативы писательские в этот период времени и так далее. И 25 июня состоится вот такая третья мощная дата, потому что 25 июня в вашем 11 доме, доме наград, доме достижений состоится новолуние, и это новолуние будет как раз-таки у нас в районе соединения Солнца и Юпитера. И Юпитер с Луной формирует отдельно гаджа-кешери-йогу, йогу счастливчика, комбинацию счастливчика. Поэтому какая-то мечта может исполниться, может быть открыт бизнес у кого-то из львов. Может быть, у кого-то из львов в этот период
какого-то звездного часа в каком-то кругу друзей, вхождение в какой-то коллектив, действительно покровительство, получение какого-то значимого подарка, получение какой-то суммы денег и так далее. И с 29 июня Венера переходит в ваш 10-й дом гороскопа и будет там до 26 июля. Ну, тут можно даже ничего особо не комментировать, потому что Венера будет идти по своему собственному знаку, по своему собственному дому, будет формировать и укреплять 10-й дом, будет укреплять 10-й дом гороскопа, дом работы, дом статуса, будет формировать тенденцию на переподписание контрактов в работе, на изменения какие-то в работе, на работу, связанную с хобби, с творчеством, может быть, помощь друзей в работе, помощь каких-то, ну, помощь братьев и сестер, кстати, тоже может быть. Но в целом оформление каких-то документов, переоформление паспорта, получение паспорта, например, получение свидетельства о браке, о рождении ребенка там, и так далее, и так далее. Но в общем это хорошая тенденция. Венера будет в июле, собственно говоря, уже в вашем 10-м доме гороскопа, потому что она только в конце июня переходит. Но все равно нужно понимать, что если вы ожидаете какого-то статуса, ожидаете переподписания документов, то вот уже там Венера будет формировать такую тенденцию. На творчество еще какое-то в работе, на какие-то, может быть, творческие мероприятия, фотосессии, видеосъемки и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2025 года для восходящих львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.